Тореадор. Давай, Миш, давай. Или ты только на красную? Очень много раз меня об этом спрашивали. Ну как консистенция? В зубах застревает. Или не спрашивали. Кобыла сивая. Бабушка так говорила, когда я фломастером лицо раскрашивала. А сегодня я ничего не скажу. И не покажу. Всем привет! Вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша. В этом видео будем делать акцентную стену, сочетая ее с картой мира. В работе будем использовать самые простые материалы. Для начала создадим шероховатую поверхность при помощи кварцевого грунта. Наливаю его в ванночку. Использовать кварцевый грунт я буду в белом цвете. Нам не важен его цвет, нам важна его фактура. Для нанесения подойдет валик со средним либо с коротким ворсом. Постоянные зрители уже знают, как наносить кварцевый грунт, что мы его сначала растягиваем, а потом в разные стороны елочкой проходимся валиком, чтобы создать более равномерную шагрень. В процессе нанесения кварцевого грунта песчинки разлетаются в стороны, поэтому обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. И когда доходите до угла, переходим на кисть. Создаю также шероховатость в углу при помощи кисточки, чтобы везде был равномерный слой песчинок в грунтовке. В процессе нанесения хорошо видно, как песчинки распределяются по поверхности. Дождемся полного высыхания кварцевого грунта, это займет не менее 12 часов. После полного высыхания кварцевого грунта приступаем к расклейке малярного скотча по контуру стены. В этом нам поможет лазерный уровень. Расклеила малярный скотч, у меня получилось на образце 2 рамки. Вы же, когда делаете на большой стене, можете добавить еще несколько рамок, чтобы смотрелась композиция интересней. Далее приступаю к замешиванию гипсовой штукатурки. Я использую гипсовую штукатурку, вы можете применять полимерную шпаклевку, также подойдет цементный клей, если помещение у вас влажное. Гипсовую штукатурку замешали, далее приступаем к нанесению рисунка. Делать я его буду при помощи тюля. Я выбрала вот такие 4 варианта с различным рисунком. В комментариях вы подсказали, что удобнее всего работать с тюлем, если его прикрепить к направляющей. Поэтому в качестве направляющей я выбрала кабель-канал и край тюля помещу в него. И просовываю один край кабель-канала я защелкиваю, а второй пригибаю вовнутрь. И вот такая удобная у нас конструкция для тюля получилась. То есть, если необходимо, нам будет заменить здесь тюль, например, на другой, также вынимаем его, заменяем на следующий вид тюля. Либо же, если необходимо будет тюль промыть, вытаскиваем его, промываем и обратно вставляем в кабель-канал. Очень удобно. Далее приступаем к нанесению. Набираю небольшое количество штукатурки, прикладываю к стене. То есть где-то можно не очень четко его отпечатывать, где-то почетче прям вот до рамки доводить, либо частично его отпечатываете. Здесь уже как вам нравится, как вы хотите видеть это на стене. Убираю тюль, отпечатываю с другой стороны рамки. Очень симметричный рисунок делать я не буду, то есть где-то я отпечатываю больше, где-то меньше. Мне так кажется, будет смотреться интереснее. Рисунок я нанесла по всем углам. То есть с этим рисунком я закончила. Могу поменять тюль. Раскрываю кабель-канал и скидываю тюль в воду. Приступаем к следующему. Укладываю краешек, прижимаю кабель-каналом. Очень оказалось легко менять тюль таким образом, поэтому берите на заметку, используйте в работе такой способ крепления. Отпечатываю рисунок, здесь сеточки, частично рисунок самого тюля, там где есть какие-то узорчики. Здесь отпечатала. Дальше можно перейти на стену, например, часть в центре стены отпечатать. У меня тюль с краешком таким интересным, этим тоже можно воспользоваться и его отпечатать. Так.
Снимаем тюль. И вот какой у нас получился четкий рисунок. Тюлей таких много с такими узорами. Пользуйтесь этим. Получается рисунок действительно очень необычный. Так, давай, поехали. Беру следующий тюль и отпечатываю рисунок цветочка. Обратите внимание, что на соседнюю стену я пока никакой рисунок не добавляю, так как там будет у нас карта мира. Переходим к последнему рисунку тюля. Это у нас будет сеточка, мой любимый рисунок. Отпечатываю я его в места, в которых у нас пропуски на стене, там, где не хватает рисунка. Где-то можно его чуть-чуть наслаивать, чтобы интереснее получалось. Закончили с рисунком тюля. Его можно опустить в воду. В дальнейшем его можно отмыть и повторно использовать. Например, сделать еще какой-нибудь интересный декор. А сейчас снимаем скотч. Оставляем штукатурку высохнуть на пару часов. Рисунок из штукатурки полностью высох, можно приступать к нанесению карты мира. Делать я ее буду при помощи кельма. Штукатурку я использую ту же самую, гипсовую. Набираю ее вот таким образом на кельму. Излишки можно убрать с кельмы. Приподнимаем штукатурку и отпечатываем на поверхности. Впечатываю я, прикладываю кельму разными сторонами, то есть я ее вращаю, чтобы получалась более равномерная карта мира. Максимально близко в угол наношу. Сначала с одной стороны отторцовываю, потом набираю материал и отпечатываем с другой стороны угла. Первые касания кельмой стены должны быть очень легкими, чтобы сразу не наделать очень крупных островков. Потом можно нажимать посильнее на кельму, тогда, когда у вас уже материала остается на ней меньше. Набираю еще материала, убираю излишки и по новой наношу свежую штукатурку. Нанесла. И легкими движениями, первое очень легкие движения, едва касаясь поверхности. Потом уже можно больше нажимать. Там, где сеточка, и там, где у нас однообразный рисунок, можно наносить карту мира больше. Нанесли небольшую площадь штукатурки. Далее очищаем кельму и приступаем к приглаживанию. При приглаживании двигаюсь в одну и в другую сторону. Чтобы легче подгладить гипсовую штукатурку, необходимо ее слегка смачивать водой. Можно делать островки более крупными, к примеру, сразу шпателем наносить их на сдир и больше оставлять фрагментов самого тюля. Завершили первое подглаживание. Далее удаляем все излишки штукатурки с кельмы и приступаем к последнему финишному приглаживанию. Пока штукатурка сырая, ее еще можно выровнять и сделать более гладкой. Двигаемся в разные стороны, в одну сторону и в другую сторону. И стараемся убрать все наплывы. Если какие-то получаются подрывы, ничего страшного. Их в дальнейшем можно убрать после высыхания штукатурки. Закончили с подглаживанием. Далее оставляем штукатурку до полного высыхания в течение суток. Штукатурка полностью высохла, но перед тем, как ее окрасить, необходимо поверхность загрунтовать. Для этих целей лучше всего подойдет грунт глубокого проникновения, либо пропиточный. Хорошо отжимаем грунт. Начинаем грунтовать снизу вверх, чтобы грунт не капал и удобнее было его наносить. В этом сложного ничего нету. Делается достаточно быстро. Необходимо всю поверхность загрунтовать равномерным слоем. Грунтовка хорошо обеспыливает поверхность и укрепляет ее. Также в дальнейшем, когда мы будем окрашивать поверхность, краски будут расходоваться гораздо меньше.
Закончили с грунтовкой, дадим ей высохнуть в течение 1,5 часов. Грунтовка полностью высохла, можно приступать к окрашиванию поверхности. Делать я это буду при помощи полуматовой акриловой краски. Также подойдет полуглянцевая, либо шелковисто-матовая краска. Валик предварительно лучше смочить водой, чтобы он меньше впитывал в себя краску. Валик лучше использовать со средним, либо с длинным ворсом, так как он лучше прокрасит углубление поверхности. Валиком можно двигаться в разные стороны, то есть крест-накрест совершая движение, чтобы прокрасить все углубления нашей фактуры, так как фактура у нас достаточно объемная. Закончили с первым слоем краски. Далее необходимо ей дать полностью высохнуть и нанести второй слой. Два слоя краски полностью высохли. Приступаем к колеровке самодельного воска. Я уже налила в баночку полуглянцевый акриловый лак. Далее добавляем туда необходимый пигмент. У меня будет зеленый и розовый. Добавляю каплю зеленого и каплю розового. Хорошо перемешиваю. В дальнейшем, если хотите повторить точно такой же цвет, то отмеряйте количество колера при помощи шприца. Далее туда добавляю небольшое количество белого пигмента. Вы можете, конечно, этого не делать, но я хочу получить эффект более светлого воска, чтобы он был прям едва-едва заметен в углублениях. Если у вас цвет при смешивании зеленого и розового, к примеру, уходит более в розоватую сторону, то можно добавить еще каплю зеленого. Либо же, если у вас получается более зеленый оттенок, добавляйте туда каплю розового. И точно так же его можно слегка осветлить при помощи белого пигмента. Хорошо размешали лак с пигментом. Далее добавляю туда разведенный обойный клей. Обойного клея должно быть в 2 раза больше, чем лака. Хорошо размешали воск, переливаю его в ванночку. Наносить я его буду с помощью валика. Воск с поверхности я буду убирать при помощи скребка для мытья окон. Наношу я около метра квадратного. Вы очень часто просили сделать что-то в светлых тонах, так что у нас такой вариант карты мира с очень светлым воском. Нанесла воск и удаляю его при помощи скребка. То есть я его загоняю в углубление, чтобы слегка выделить фактуру. Со светлым воском работать очень легко, так как он не пятнит, и его достаточно легко согнать с поверхности. Сделали небольшую площадь и убираю скребком. Закончили с первым вариантом покраски. Здесь я использовала максимально светлый воск, поэтому поверхность получилась очень светлая, практически белая. Такая покраска не дает сильного контраста, поэтому не очень видна фактура. Чтобы усилить эффект объема стены, включаем дополнительный источник освещения и сразу же усиливается рельефность поверхности. Таким образом мы можем сделать акцентную стену, которая будет привлекать внимание за счет своей фактуры, которая дополнительно подчеркнута светом и не перегружена большим количеством цветов. Усилить глубину фактуры можно не только при помощи света, но и также цветом. Для этого нанесем второй слой воска, более темного. Делаю я его из тех же ингредиентов. Берем акриловый лак и добавляем туда черный и белый пигмент. Должен получиться серый цвет. Обойного клея добавляю в 2 раза больше, чем лака. Хорошенько перемешали, далее переливаю в ванночку. Наносить я его буду точно таким же способом, как и предыдущий слой воска. Набираю на валик воск. Убирать излишки буду при помощи скребка. Наношу воск и убираю скребком. Двигаюсь в разные стороны. Вверх, вниз, вправо, влево и от угла обязательно. Видно, что рисунок становится контрастным и глубина лучше проявляется. За счет именно того, что углубления становятся темными и создается эффект того, что поверхность объемная. И проявляется весь рисунок. Сейчас скребком убираю.
Закончили с нанесением воска, дадим ему полностью высохнуть и по аналогии с предыдущим видео, в котором я делала вот эти стены, добавим поталь, только не золотистую, а серебристую. Воск полностью высох и можно приступать к нанесению потали. Клеить я ее буду на акриловый лак, так как у меня полимерная поталь и она не окисляется. Если же у вас металлическая, то ее обязательно нужно клеить на специализированный клей для потали. Лак же буду наносить при помощи обычной губки и отрываю немножко потали. Выбираю я мелкий рисунок и наношу туда лак. Пока лак не высох, беру поталь и втираю в эти места. Должен получаться такой неплотный эффект, а как будто поталь у нас слегка протерлась со временем. Приклеили поталь и далее закрепляем тем же самым лаком. Делается это все достаточно легко и просто. Главное, медленно, вдумчиво приклеивать поталь. Отходите на расстояние, смотрите на общую картину и вклеиваете туда, где, как вам кажется, не хватает блеска. Например, у меня здесь достаточно пустое место, поэтому здесь явно не хватает либо фактуры, либо блеска. Так как фактуру уже добавить не можем, поэтому сюда можно добавить поталь. Закончили с нанесением. Вот такой интересный вариант у нас получился. Он выглядит достаточно светлым и при этом хорошо выделена фактура за счет темного цвета в глубине. В работе мы использовали самые простые материалы, такие как гипсовая штукатурка. Вы можете ее заменить на более влагостойкий, к примеру, цементную штукатурку, либо плиточный клей. Также подойдет декоративный материал, такой как тревертин. Использовать поталь не обязательно, можно взять просто акриловую блестящую краску того цвета, который вам нравится, и нанести ее поверх островков, либо поверх рисунка. Также подойдет и жидкая поталь, то есть и такая продается, с ней гораздо легче работать, ее можно просто нанести при помощи кисточки. Если у вас получилась очень темная поверхность, то можно при помощи губки нанести поверх светлый оттенок, либо тот, который вы использовали в самом начале, например, там белый, либо какой-то очень светлый цвет, тем самым осветлив всю поверхность целиком. Вы часто спрашивали в комментариях, как сделать мелкую карту мира. Вот на этой стене у нас получилась как раз таки мелкая. Делается она достаточно просто. Главное не набирать слишком большое количество материала на кельму и делать большое количество отпечатков самой кельмой. Я думаю, вам видна разница между обычной стеной и акцентной стеной, что здесь большее количество крупных островков. И расстояние между ними достаточно большое, так как мы не хотели закрыть полностью рисунок. Поэтому заранее продумайте, какого размера будут островки у вас на акцентной стене и как они будут сочетаться со стенами, которые являются смежными. И еще раз хотелось бы обратить внимание на выбор потали и то, как ее клеить. Я использую поталь, которая на синтетической основе, тому она не окисляется, так как в ней нет металла. Также хотелось обратить внимание на разницу при нанесении на образце штукатурки и на стене. На стене я вышкуривала ее после высыхания, на образце я здесь ее не шкурила. Она более фактурная и менее гладкая, поэтому имейте это в виду перед тем, как наносить краску. Желательно поверхность потрогать на ощупь, если она шероховатая, то лучше прошкурить. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!